Мы плохую службу сослужили нашим детям, не говоря с ними про то, что зло существует в мире. И это зло не какие-то внешние враги, не те, кого надо победить, и тогда останется одно добро, а это зло, которое есть в природе человека. Вот когда используются вот эти красивые образные выражения, это, как правило, чудовищная манипуляция. И единственный способ ей противостоять – это называть вещи своими именами. Вот что как называется, то так и называется. Кто убил или кто собирается убивать. Но вы же понимаете, что ваши свободные обсуждения русской литературы, они длятся до первого доноса. Еще не было. 50 лет не было. Вы можете взять и сказать, это правильно, это справедливо, пожилых теток сажать и не давать им пить и дышать. Это справедливо, хватать детей на улице и пихать их в эти шакутузки и еще бить по дороге. Не кажется ли вам, что помогать человеку вырасти свободным в несвободной стране – это подталкивать его к очень большому конфликту с собственной страной и ко всем последствиям, которые из этого вытекают? Тогда надо говорить, что давать людям в руки русскую классическую литературу – это подталкивать их к протестам. Учить их критическому мышлению – это подталкивать их к протестам. Вообще честному и тонкому человеку труднее живется, чем человеку грубо организованному. А когда при тебе кто-то протестует, тогда, на самом деле, когда кто-то первый эту брешь пробил на твоих глазах, ты больше же шансов, что другой часто скажет, нет, я тоже, пожалуй, не буду уже, ну нафиг. Сколько из ваших учеников были на протестных акциях? Только. Сколько из них оказались в СИЗО? Много. Я их не подталкиваю. Вы помните, какой класс здесь сидел 24 февраля 2022 года? Ну, конечно, 2 класса у меня здесь сидел. Что вы им сказали? Я сказала, дети, вот случилось несчастье, давайте мы почитаем стихи. И мы читали Ахматову, лондонцам, 24-ю драму Шекспира. Мы читали Цветаеву «Слезы на глазах», «Плач гнева и любви», «Пора, Творцу вернуть билет». Бродского мы хотели почитать 1 сентября 1939 года, не очень получилось, но мы прочитали что-то другое. Вы заслуженный учитель России? Да, недавно стал. Это важно? Ну, для кого? Для вас. Ну, я это уже употребила. Я была свидетелем на суде моей ученицы Наташи Тышкевич, которая одна из редакторок «Доксы». Я должна была написать характеристику сначала. Хорошая девочка Наташа. Я написала. Подписала заслуженный учитель Российской Федерации. Я не думаю, что это на что-нибудь повлияло, но просто думаю, вот для чего-то у меня упало это звание. Когда мне пришла пора давать показания, я рассказала опять, что хорошая девочка, что очень справедливая, что очень горячая, что вот хорошо умела делать это, то, 5-е, 10-е. И адвокат спросил, а у вас случайно нет какого-нибудь звания? Сказал, есть, случайно. Вот у меня есть такое звание, я заслуженный учитель Российской Федерации. На каком свете может разговаривать да, мне говорили, что вы заслуженный учитель Российской Федерации? На любом. Заслуженный учитель, он может вообще без света даже, если что. Зелененькая нельзя? Зелененькая можно. Ну вот. Значит, будет зелененькая. Будет зелененькая. Скажи, Гордеевой, скажи. Я начну, наверное, с такого базового вопроса. Зачем, по-вашему, нужна школа? Школа не всякая, наверное, нужна. Но у человека, который идет в школу, есть шанс получить представление о том, как можно хорошо, правильно, с чистой совестью и с напряжением для головы прожить какой-то отрезок жизни, посмотреть, как это бывает, что можно делать в остальной жизни тоже, а еще встретиться с людьми, которые потом с тобой будут всю жизнь. А еще задуматься над вопросами, над которыми, может, сам бы не задумался. Я, честно говоря, не знаю, может быть, все это бывает и без школы, у меня нет такого опыта. Но школа такую возможность дает, и мне кажется, очень страшно сразу от этого отказываться.
Есть две концепции. С одной стороны, государство считает, что школа – это место, где воспитывают детей в патриотическом духе. А с другой стороны, есть родители, которые в большинстве своем считают, что школа – это то место, где детям вкладывают, как выражаются, в голову знания, с которыми они потом поступят в высшее учебное заведение и станут какими-нибудь специалистами в какой-то области. Что вам ближе? Ничего мне тут не близко совсем, ни одно, ни другое. И в голову можно вкладывать полезные знания. Без школы для этого не надо, чтобы еще 20 человек сидело рядом, и учитель всем говорил что-нибудь общее. И уж как бы воспитание, которое вы называете патриотическим, Это не я называю. Вот, да, бессмысленно это все дело, или бессмысленно, или вредное по обстоятельствам. Если без горячности делается, то просто бессмысленно. Если как бы с полной самоотдачей, безусловно, вредное для человека и для страны, по большому счету, очень вредное. Вы преподаете русскую литературу. Это всегда в советской и в российской школе тонкий лед. Почему? Потому что страна такая, что она всегда видит в этом какую-то идеологическую подоплеку. Даже не потому, что литература наша такая идеологизированная или морализаторская, или еще какая-нибудь. Потому что какое-то дурное представление о том, что такое литература и как ее изучать, заложенное давно и непреодоленное, заставляет нас все время вычитывать в этих произведениях литературы великих, прекрасных, классических, вычитывать какую-нибудь мораль, как надо, как не надо, что такое хорошо, что такое плохо. И причем вычитывать ее в соответствии с тем, что сейчас в государстве считается правильным. И тогда что вообще надо, как себе представлять голову человека, который изучает литературу или преподает литературу на протяжении скольких-то десятилетий. Когда я училась в институте, я изучала историю партии несколько семестров, коммунистической, естественно. Это был предмет. Я изучала диалектический материализм и исторический материализм. Знаете, что это такое? Нет? Отдельно я изучала политэкономию капитализма и политэкономию социализма. Отдельный был предмет научный коммунизм. Не путать вот ни с чем предыдущим. А еще отдельно научный атеизм. Вот я сдавала экзамен по научному атеизму в педагогическом институте в 60-е годы. И вот если считать, что я взяла и научилась вот этому всему, и теперь я это несу через жизнь, я должна как дальше жить свою оставшуюся жизнь? Понятно, да? Но я должна просто не выходить из леса, как тот партизан из анекдота, который вот не знает, что война кончилась. Вот. Я должна бороться за идеал, про который уже никто не помнит и не знает слов, которые это значит. То есть, что они значат, вот эти слова, за которые мы получали какие-то оценки. И литература тоже, преподавание литературы вот в кондовых методичках, оно претерпело те же самые изменения. Вот про одно и то же произведение. Говорили сначала, что оно обличает вот это, а воспевает вот то. Потом говорили что-нибудь другое, потом что-нибудь третье. Какая из этих трактовок правильная? Ну, никакая, конечно. Потому что мы же не мораль должны вычитывать. Чтобы мораль вычитывать из произведения, лучше всего его вообще не читать. Потому что уже кто-то потрудился, вычитал эту мораль, сформулировал ее коротенько. Ее можно записать и везде вставить. Как только ты начинаешь читать настоящее произведение, понимаешь, там только вопросы, а не ответы. Даже там, где кажется, что писатель морализатор, он, может, и морализатор, и я, может, и знаю, как он ко всему этому относится, но он всегда оставляет мне возможность, как бы поняв, про что он сказал, относиться к этому по-другому. И про это очень много сказано. Про это весь 19 век, весь 20 век все говорили. Вот Лунин из ссылки писал, что есть произведения, которые сообщают мысли, а есть произведения, которые заставляют мыслить, побуждают мыслить. А вся русская классическая литература побуждает мыслить, конечно. Что объединяет греческий остров Икария, итальянский остров Сардиния и японскую префектуру Окинава? В этих местах самая высокая концентрация долгожителей на нашей планете. В России традиционный лидер по этому показателю – Кавказские республики. Ученые считают, что дело не только в генах. Важнейшие факторы долголетия – благоприятный климат, здоровое питание и физическая активность на свежем воздухе. В крупных городах со всем этим, как правило, большие проблемы. Поэтому, чтобы как можно дольше сохранять здоровье, нужно им заниматься, в
том числе вовремя обращаться к врачам, если вас что-то беспокоит. Все мы знаем, как тяжело порой заставить себя идти к врачу, если что-то болит, но не очень сильно. И как трудно заставить себя идти на прием ради пары вопросов. И как потом все эти незаданные вопросы превращаются в хронические болячки. Но сегодня, чтобы попасть к врачу, совсем не обязательно к нему идти. Медицинский сервис «На поправку» запустил подписку «На поправку плюс», благодаря которой общаться с врачами можно онлайн прямо в чате приложения в любое удобное для вас время и в любом месте. В чате «На поправку» можно задавать любые интересующие вас вопросы про здоровье. Что означают результаты анализов? Нужно ли сбивать температуру? В какой дозировке принимать назначенное лекарство? Записываться на консультацию заранее не нужно. Вы просто задаете вопрос в чате, и к вам подключается нужный специалист – терапевт, невролог, педиатр и так далее, в зависимости от вопроса. Разумеется, если в ходе консультации вы с доктором поймете, что проблема требует более пристального внимания, врач прямо в чате поможет найти специалиста для очного приема в вашем городе и подскажет, какие необходимо пройти обследования. Для всех, кто живет за рубежом, подписка тоже доступна. Авторизоваться в приложении можно с помощью иностранного номера телефона, а оплатить подписку карточкой иностранного банка. Одной подписки на поправку плюс достаточно для всей семьи. Консультироваться одновременно можно до 5 пациентам. И стоить это будет в разы дешевле, чем обычный прием в платной клинике. А по промокоду Гордеева вы получите скидку 20% на первый месяц безлимитных консультаций. Скачиваем приложение «На поправку» и оформляем подписку «На поправку плюс», чтобы получать оперативные консультации по здоровью для себя и близких. Может ли литература научить человека критическому мышлению? Ну, прям совсем научить не можно, но можно так учить литературе, чтобы стало понятно, что как писатель хорошо знает на самом деле, как устроен мозг человека и как на него воздействует речь. Вот если нас спросить, мы за кого, за Моцарта или за Сальери? В «Маленькой трагедии Пушкина». Мы все знаем, что Сальери убил Моцарта. Правда это или нет, неизвестно, но... Вы так сказали, лихо, мы все знаем. Мы все знаем, что в «Маленькой трагедии Пушкина» все, Сальери убил Моцарта. А в большой трагедии Пушкина Борис Годунов убил царевича Дмитрия. Что там на самом деле было, никто особенно не знает, но в данном случае это не важно. Важно другое. Есть какое-то количество произведений, и это драматические произведения чаще всего, или монологи героев, на которых очень хорошо можно показать, что такое манипулирует сознанием. Вот у нас есть Моцарт и Сальери. Вот это трагедия. Ну, да, мы представим себе читателя, который не очень знает, кто такой Сальери. Он слышит монолог героя. Герой выходит на сцену и говорит... Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. А дальше он рассказывает про свою жизнь, и мы уже любим этого героя. Сальери? Он говорит, ребенком будучи, когда высоко звучал орган в царевной церкви нашей, я слушал, и заслушался. Слезы невольные, сладкие текли. Ну как нам не любить человека, который мальчиком уже слушает музыку? И там все есть. Ребенок, музыка и слезы. Это очень сильно действует. Так это же слезы зависти. Кто это сказал? Слезы невольные сладкие текли. Причем здесь зависть? Это слезы ребенка, который слышит высокую, настоящую музыку в старинной церкви нашей. И все, он уже прекрасен. Это ребенок чуткий, тонкий. Он плачет, он слышит музыку. Весь набор прекрасного. Дальше он будет говорить о том, как он предан искусству, как он самоотверженно этим всем занимается. Что говорю? Когда там великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны. Вот, не бросил я все, что прежде знал, и вот не отрекся ли от всего, и не пошел я за тем, кто правильно знает дорогу. И дальше он рассказывает про то, как он заработал славу уже глубоким постоянством и трудом, и как он радовался своей музыке, и радовался музыке, которую сочиняли его товарищи. И вот уже нарисован прекрасный мир, в котором есть музыка, церковь, орган, самоотверженность, преданность, учителя. А потом туда вторгается враг. И этот враг гуляка праздный.
И он говорит, где справедливость, где правда? Если вот этот самый дар самоотвержения, да, дается несправедливо, озаряет голову безумца гуляки праздно. И все, мы уже под воздействием этой логики, мы уже полюбили вот этот прекрасный мир сочиняющих музыку дружных людей. И потом туда вторгается кто-то, кто нарушил весь этот ладный гармоничный мир. Чем нарушил? Что он сделал, мы еще не поняли. Но мы уже, мы уже успели в результате этих манипуляций, которые к делу не имеют никакого отношения, мы уже успели поверить в чистоту души и помыслов Сальери. А дальше он поговорит немножко с Моцартом и скажет, все, нет, не могу противиться я доле. Судьбе моей? Судьбе моей, конечно. Я избран, чтобы его остановить. Не то мы все погибли, не я один с моей там глухой славой. Что тут сказано? Тут сказано. Кто убийца, кстати? Не. Провидение. Да, есть провидение, оно за меня. Я избран. Кто это вообще, кто это сказал, где это написано? Но я избран. Теперь, что я делаю и что делает он? Я избран, чтобы его остановить. Не то мы все погибли. Я останавливаю, я рыцарь. Я борюсь со злом. Я избран, чтобы его остановить. Да, как врага. А он кто? А он убийца. Не то мы все погибли, не я один с моей глухой славой. Тут все как бы правда. Ну, вообще-то кто кого убил? Или собирается убивать? Почему мы погибли? Ни почему. Вот когда используются вот эти красивые образные выражения, это, как правило, чудовищная манипуляция. И единственный способ ей противостоять – это называть вещи своими именами. Вот что как называется, то так и называется. Кто убил или кто собирается убивать? Вообще Сальери хочет убить Моцарта. За что он хочет убить Моцарта? За то, что тот пишет какую-то музыку, которая обесценивает. А нет этого, мы все погибли. Давайте спросим, что значит мы погибли? Почему мы погибли? Почему все музыканты XVIII века погибли от того, что Моцарт пишет свою музыку? Это неправда. Но это как бы образное выражение. Это как бы сила чувств Сальери. Но на нас воздействует эта лексика. Дальше следующий манипулятивный прием. Вопросы и ответы. Вот вы отлично знаете, не буду я эти трюизмы повторять, что можно задать такой вопрос, что ты дурак или подлец в любом случае. Окажется, как про коньяк по утрам, все равно. Что пользы, если Моцарт будет жить? Что это за вопрос? Вообще, какой смысл в вопросе, что пользы, если кто-то будет жить? Про это очень хорошо сказано в произведении другого великого писателя, кто меня судьей поставил. Когда Раскольников уже припирает к стенке Сонечку Мармеладову, он ей говорит, ну вот кому жить? Лужину жить и деткам погибнуть? Или вот Лужину убить, чтобы детки были живы? И кажется, что тут логика требует одного ответа, другого не может быть. А Соня говорит, кто меня судьей поставил? И вот чем больше видимости логики, тем, на самом деле, коварнее высказывание. И тем важнее применить прием свертывания суждений, называние своими словами, просто точными. У меня сейчас все время возникает простыми. ложное ощущение, что мы с вами обсуждаем не маленькие трагедии Пушкина, а там известный Совет Безопасности. Вот. Нет, мы с вами обсуждаем маленькую трагедию Пушкина, и это универсальное совершенно произведение. И если мы читаем его и понимаем, как умеет разговаривать зло, каким простым способом, то у нас прививка против доверчивого восприятия того, как может врать зло. Это очень важно. И это прививка, которая работает. В этом может быть зло или в этом может быть величайшее достоинство преподавания русской литературы. Когда мы смотрим, что такое логика, мы очень хорошо видим, как человек сам себя обманывает, как он себя убеждает, и что на него воздействует, и как и почему все меняется, и как ему кажется, что это он подумал, а на самом деле это ему внушили. Или еще что-нибудь. И все эти сложные психологические ходы, и истории из жизни, которые вдруг вплетаются в ход мысли, все это невероятное богатство, которое есть в русской литературе. Все подряд, слева направо нельзя изучать, не получится так, и скучно станет. Но вот яркие образцы и формулировка мысли – это то, чему мы можем научить. Не кажется ли вам, что помогать человеку вырасти свободным в несвободной стране – это подталкивать его к очень большому конфликту с собственной страной и ко всем последствиям, которые из этого вытекают? Нет, не кажется. Не надо брать на себя так много. Мы даем возможность, мы не толкаем.
Даем возможность. А человек дальше принимает решение как свободный человек. Сколько из ваших учеников были на протестных акциях? Только Сколько из них оказались в СИЗО? много. Я их не подталкивала. Не звала за собой никогда. И просто... тогда надо говорить, что давать людям в руки русскую классическую литературу – это подталкивать их к протестам. Учить их критическому мышлению – это подталкивать их к протестам. Разбираться с тем, как устроен человек, и как работает его логика, и какие бывают люди по способу отношения с действительностью, от чего зависит их отношение к действительности или то, что они транслируют. Это подталкивает к протесту. Нет. Это подталкивает к протесту в том случае, если это более правдивая картина мира, чем та, которая им предлагается, и они вследствие рассуждений выстраивается какая-то картина, которая кажется им убедительной. И они чувствуют потребность сказать, назвать неправду неправдой. Здесь нет преступления, здесь нет нарушения закона. Это происходит в полном согласии с Конституцией. Но в нашей действительности это становится опасно, может стать опасным. И никто не осудит среди моих выпускников того, кто не идет на протесты. Вообще это как-то не очень даже обсуждается. Но как-то логика честного размышления к этому приводит. К сожалению. Почему вы решили стать учительницей? Это было мне ясно лет примерно с 10, и я ни разу потом не передумала. Менялись причины, и оставался твердо уверен, что должна заниматься этим и ничем другим. Но мне нравилось ошибки исправлять. Меня учительница в начальной школе поручала красным диктанты проверять. И мне нравилось. Мне нравилось рассказывать, чтобы меня слушали, например. И все мои одноклассники всегда знали, что я буду учителем. Как ученица я... Как теперь понимаю, все время готовилась к тому, чтобы быть учителем. Были люди более симпатичные, менее. Кто-то очень раздражал, кого-то было жалко очень, что он бедный, так старается и все никак не может. А не было такого моего учителя не было. Учитель музыки такой был. Какой? Нет. Это очень хороший учитель. Я не знала, что она великая. Сейчас я про нее очень много читаю. Тамара Афанасьевна Попович. Она подготовила несколько очень хороших пианистов. И я у нее училась. Это случай. Это моя мама постаралась просто. Она меня, наверное, держала для бесед, Тамара Афанасьевна, потому что настоящим пианистом я, конечно, не могла стать ни за что. Это было и поздно. И я это не так уж любила, и не так уж хотела, и не была счастлива, когда училась у нее. Потому что все время было страшно, надо было очень много чего делать. Она с наслаждением рисовала в тетрадке единицы, очень жирно, потом ее раскрашивала, потом тень рисовала. Потом у нее были всякие наказания обидные. А потом постепенно это все отвалилось, как несущественное комическое. А осталось воспоминание о том, как она понимала, что такое музыка, как она учила ко всему подходить. И оказалось, что это важно до сих пор для меня. Мне уже 8-й десяток, я это помню очень хорошо. И иногда, мне кажется, я копирую в интонациях даже. Это каждый раз, на самом деле, чем чревато, потому что она была очень язвительная. Каким на самом деле должен быть этот идеальный учитель? Да нет этого ничего, никто ничего не должен. Мы же каждый себе представляет что-то свое, но это что-то должно как-то быть описано. Нет, это можно описать только апофатически, от противного, чего не должно быть. Чего не должно быть? Не должно быть самоуверенности, не должно быть ощущения, что ты имеешь право властвовать, что эти дети в твоей власти, и что насилие – это хорошо, правильно и во благо. Не должно быть невежества, не должно быть такой недостаточной грамотности. Нельзя говорить банальности. Надо быть интересным хотя бы на языковом уровне. Не должно быть чрезмерного самолюбия, например. Не должно быть желания сделаться вождем, харизматиком, вести с собой. Много чего разного. А должен быть, вообще-то, если положительные черты называть, не отрицательные, дети должны быть интересны тебе. Их надо любить, и они должны быть интересны. Слово «любовь» я вообще не понимаю, ни в каком из значений. Вообще не знаю, что это значит. Каждое понятие просто как круги по воде расплывается и утрачивает всякие очертания. Не знаю, что это такое. Я знаю, что есть важное ощущение, что каждый человек – это человек. И что ты у него не в центре мира находишься. И он живет не для того, чтобы тебе нравится или не нравится. А с ним надо взаимодействовать. И про каждого можем подумать
что ты можешь ему дать, чем ты можешь ему помочь. То есть бывает, что нужно для этого какие-то индивидуальные усилия, а бывает, что удается вот так устроить жизнь, что большое количество людей сразу находит здесь для себя и дело, и друзей, и какую-то правильную, здоровую жизненную среду, и потом помнят про это и говорят, что да, это модель, по которой можно кое-чего потом строить. Ну, все, такие кореша любимые. Вот, смотрите. У меня ученик, у нас был здесь Гаспаров. Он говорит, а что это, Надежда Ароновна, вы себе-то ничего? Я говорю, давайте быстро из кабинета возьмем. Ну, написал всякие. Обалдеть. Он очень смешно, он мне писал записки, у нас были с ним всякие дела. И в какой-то момент написал прекрасную открытку. Дорогая Нина Ароновна, теперь я больше никогда не ошибусь в вашем. Извините, что я так неправильно вас все время назвала. Я не стала возражать. Знаете, как Гаспаров говорил, он страшно заикался. Да вы что, не знала? Страшно заикался. И он на самом деле никогда не говорил спонтанную речь. Стоит молодой человек, страшно заикается. И читает по бумажке. И полный класс детей. Думаю, будто они его слушают. Дядя. Что-то невероятное. А где вообще вот эта магия, когда ребенка можно чему-то научить? Нельзя любого ребенка научить чему угодно. Мне про вас говорили, что вы любого ребенка можете чему угодно Я научить. любого ребенка могу научить грамоте. Или простой математике. Я думаю, да. Мне не попадалось людей, которых я не могла научить совсем. Но это может взять очень много сил. Это может нельзя на уроке, а надо после уроков там, или еще каким-то образом. Это может быть не сразу. Там есть момент, когда человек ничего не воспринимает. Но надо переждать. Но вообще научить можно. Но научить литературе, как я это понимаю, нет. Мне кажется, у человека можно. Ну, просто, во-первых, должно быть уже хотя бы сформированное желание. Вот желание понять. Не то, что должна быть какая-нибудь поэтическая душа, не дай бог, или там ухо какое-нибудь специальное. Нет, должно быть желание сильное, и должно быть сознание, что вот это важно, и это ему хочется. И тогда все получается. Иногда приходят люди, которые не знают, чего им хотеть. Ну, может быть, что мы умеем, у нас ассортимент. И это пришлось, и тогда, как девчонка говорит, зашло. Как научить ребенка читать? Не в смысле по слогам, а в смысле так, чтобы это приносило удовольствие. Это, по-моему, самая большая родительская драма, если отставить в покое все воспитательные и патриотические дела. Нету никакого рецепта. Может научиться, может захочет, может не захочет. Может захочет и расхочет. Может долго будет не хотеть, а потом захочет. Если дома не читают, шансов мало совсем. Если дома читают, шансов больше, но не стремятся к 100. В телефоне читать, в руках бумажную читать. Совершенно все равно. Вообще все равно. Если вслух, например, все равно. Если телефон, мне просто это очень неудобно. И вот, конечно, идеально, это сидит мальчик за столом, а не лежит на кровати, и у него книжка, и он ее вот так листает. Ну, давайте реально смотреть на вещи. Да, вот, но это нет. Не, бывает, но что-то, да. А сзади стоит мама с линейкой. Ну, в кадр не попадает. Нет, не знаю я рецепта. Я знаю, что если хорошо разговаривать, если хорошо читать вслух, вот, если вместе смеяться, если разговаривать без дидактизма, то шанс есть. Мы с вами обязательно поговорим о стереотипах учителей из советских фильмов, но есть один из моих любимых несоветских фильмов, называется «Общество мертвых поэтов». Я сомневалась, что до этого дойдет. Так. Если коротко, сюжет фильма в том, что невероятно любящий свою профессию и детей. Погубил ребенка? Человек, да. Нет, не погубил он ребенка. Человек с такого рода критическим мышлением, с такого рода чувствительностью к лжи, несправедливости, манипуляциям и так далее. А как же он будет жить-то вот сейчас, выйдя из школы? Это опять нелюбимая мной генерализация. Вот все это как бы типизация детей. Вот это все не так устроено. Вообще-то. То есть, если мы свертываем суждение, да, вот по нашему простому правилу, то получается, что вы сказали вот что. Чем человек тоньше организован, устроен, тем он ранимее и чувствительнее к миру. Да? И поэтому не надо с ним ни о чем тонком говорить, потому что он становится чувствительным. И в этом опасность. В этом опасность.
Ну, на самом деле, в этом есть опасность, но она не так уж прямо связана с уроками литературы. Вообще, честному и тонкому человеку труднее живется, чем человеку грубо организованному. Это правда. Этому человеку надо иначе помогать, надо учить его защищаться. Допустим, это все очень трудные разговоры, и нет никакой гарантии. Но и человек, который ничего не понимает, а просто окажется игрушкой в чьих-то чужих нечестных руках, точно так же может погибнуть без всякой тонкости. Поэтому тут еще можно порассуждать, что опаснее для человека: ничего не понимать и дать собой манипулировать и посылать тебя куда ни попадя, или осознавать, что происходит, страдать от ощущения зла, которое есть в мире. Опять-таки, вот эта мысль, которая мне очень дорога. Мы плохую службу сослужили нашим детям, не говоря с ними про то, что зло существует в мире. И это зло не какие-то внешние враги, не те, кого надо победить, и тогда останется одно добро. А это зло, которое есть в природе человека, в повторяющихся ситуациях. То есть человек выходит в жизнь, зная, что там есть зло. Не только зло, не из зла состоит человеческая жизнь и наш мир, но зло существует, и есть проблема, что с этим делать, как в себе это переварить, с чем, видимо, необходимо смириться, потому что это не победить, что при этом важно в себе сохранить, как важно не поддаться языку зла и не сделаться злом тоже. То есть за свою жизнь и за свою позицию ты отвечаешь сам. В теперешнее время очень как-то утонченно научила всех размывать все. Все неоднозначно, конечно, все не так просто, с одной стороны, с другой стороны. Есть интеллигентный способ мышления, когда мы говорим: ну да, все сложно, мы не знаем всей правды, еще чего-нибудь. И это плохой подход, потому что очень много вещей, которые на самом деле совсем никакой сложности не представляют. Надо только честно назвать своими словами, что это есть, и все. Достаточно той правды, которую можно извлечь из достаточно доступных источников, чтобы ничего не размывать. И вот эта гигиена, вот эта честность мышления, это то, чему более-менее можно научить того, кому хочется этому учиться. Но если не хочется никакого насилия, иди гуляй и знай, что тобой будут как угодно манипулировать. И только не обманывай себя, не говори: я в это верил, мы верили, а теперь вот оказалось. Как в том Гальче оказался наш отец не отцом, а сукой. Да? Что значит оказался? Чего ты раньше не знал? Если мы читаем книжки и читаем хорошо написанную честную историю, то мы знаем, что все не первый раз происходит. И, кстати, если говорить о литературе, давайте закольцуем слегка. Вот мы читали стихотворение Ахматовой, 24-ю драму Шекспира, пишет «Время бесстрастной рукой», и стихотворение Цветаевой. Я вам говорила об этом. Вот «Черная гора, затмившая весь свет». И мы их сравниваем. Между ними очень много общего. Мы учимся сравнивать еще. И сравнивая, гораздо точнее все понимаем. Потому что то, от чего можно отмахнуться, сказать: вот здесь так и здесь так, нуждается в том, чтобы сказать: вот это так, а это не так. И что из этого получается? И в частности, мы обнаружили, например, разговаривая об этом с детьми, что очень много общего. Есть вот этот ужас от того, что происходит не с тобой, не на твоей земле, потому что стихотворение Ахматовой «Лондонцам» — это про бомбежку Лондона, а стихотворение Цветаевой про Чехию, она сейчас не в Чехии, когда она это пишет. Но все, что в мире, нас касается. И Ахматова все время цитирует. То есть она начинает с Шекспира в первой строчке, и она говорит: лучше голубку Джульетту с пением и чем-то там в гроб провожать, лучше заглядывать в окна к Макбету вместе с наемным убийцей. Только не эту. Но вот она рассказала очень много, перечислила трагедии Шекспира, и еще заодно процитировала и Пушкина, и Тютчева, сразу сказав: сами участники, у него есть варианты, то ли Грозного пира, то ли Чумного пира. Если Чумного, то это пир во время чумы, если Грозного, то это Тютчев, конечно, или все равно и Тютчев тоже, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. А у Цветаевой крик, а нету цитат. Одна цитата: «Пора, пора, пора, Творцу вернуть билет». И это «Братья Карамазовы», очень неутешительная книжка. Там вот Иван Карамазов говорит, что он билет почтительнейше возвращает. И мы разговаривали про то, как меняется восприятие стихотворения от этого. И один вариант такой. Ахматова говорит «мы» все время. Мы.
И это уже, не оптимизм, конечно, но какая-то опора. Нас много тех, кто знает эти трагедии Шекспира. И мы не в силах читать. Вот само это «мы» – это опора. Раз. И то, что это уже было в мире, в сознании, в судьбах людей, в литературе, это тоже, как ни странно, скорее всего, опора. Было. Было очень страшно, и не один раз это было с человечеством, и оно сумело это пережить, осознать этот страшный опыт. В общем, дальше живем и про это думаем. Мы не первые, не единственные. А у Цветаевой как будто этого нет. И она одна стоит и кричит. И отказывается плыть с акулами равнину вниз по течению спин. И понятно, да? Вот помним это стихотворение. И от этого что получается? Они говорят, от этого страшнее, когда ничего нет за спиной. Вот то, что есть за спиной культура, вот эта литература, в которой, как говорится, это уже было. Это было очень страшно, это было очень тяжело. Люди так же, как вы, чувствовали, страдали, мучились, заблуждались, надеялись. Это дает, все равно дает какую-то драматическую, но опору. А ощущение себя одиноким и кричащим очень страшное. Оно ведет туда, куда очень скоро судьба Цветаевой и приведет. И это, кстати, о пользе литературы. Хотя один мальчик прекрасно сказал, когда мы уже договорились до того, что у Цветаевой нету ничего такого литературного. Нету цитат, кроме Достоевского. Он сказал, да. А вот это «не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз». Это ведь пророк. И тогда стало понятно, что это вот такой нарочно огрубленный пророк, да, с его этими «отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы». И тогда оказалось, что она отказывается от всего, даже от дара. Потому что пророк, обычно мы считаем, что это все-таки про то, как из простого смертного получился поэт. А там говорит, ничего не надо, на твой безумный мир ответ один – отказ. И отказ. Значит, все это про то, что никуда без литературы, без прозы этой, без этих стихов. И если просто у человека в голове есть 50 хороших стихотворений, он уже защищен гораздо лучше, чем тот, у кого этих стихотворений нет. Хотя бы потому, что он может их читать, когда им плохо. В тюрьме. Есть стихотворение Жигулина про это. Его знают все мои ученики. Знаете такое? Нет. Читаю. Когда мне было очень-очень трудно, стихи читал я в камере холодной, и гневные пылающие строки тюремные сотрясали потолок. Вы, жадную толпой стоящие у трона, свободы, гении, славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи. И в камеру врывался надзиратель с испуганным дежурным офицером. Они кричали, как ты смеешь, сволочь, читать антисоветские стихи. Оказалось вам вот тогда, когда вы впервые услышали это стихотворение, что вы будете в 2022 году его читать, и оно будет как будто бы вот прям каждая строчка написанная сейчас? Я что, Кассандра какая? Нет, то, что я чувствую в 2022 году, даже не хочется мне пересказывать. Нет, конечно, ни в каком страшном сне. Но дело не в этом, а дело в том, что дети, с которыми мы прочитали это стихотворение в прошлом веке, они все равно отчасти более готовы к жизни, чем те, кто никогда такое стихотворение не читал. И потому что они читали Жигулина, и потому что они читали Лермонтова, который вот так кричал. Все, что он прокричал в стихотворении «Смерть поэта», почти все неправда. То есть и то, что он уподобил Пушкина Ленскому, обхохочется тоже мне наивный, не наивный. И много что еще. Но правда была вот этот невероятный крик, вот этот крик боли и протест против всего от того, что вот он погиб, а вы про это сплетничаете, вы про это разговариваете, а он вас лучше в 1000 раз. И вот теперь его нету и никогда не будет, и заткнитесь все, и Божий суд есть наперстники разврата. И когда мы прочитали это стихотворение, как положено, по программе в 8 классе,
Я спросила детей, а что вот это там в конце, и вы не смоете все ваши черной кровью, поэтому праведную кровь? Дело в том, что ученые спорят. Одни говорят, это ад, сулит Лермонтов, тогда должен быть огонь, что это за черная кровь такая. Вот, то есть будете гореть в аду все за то, что вы все это разжигали. Другие что-то еще говорят, это, наверное, революция, если кровь. И один мальчик вдруг говорит, а может, это нефть? Но вы же понимаете, что ваши свободные обсуждения русской литературы, они длятся до первого доноса. Еще не было. 50 лет не было. Думаете ли вы о том, что будет, когда будет? Ну, что может быть? Могут уволить. Наверное, могут и посадить. То есть вы эту перспективу прям рассматриваете как реальную? Ну как, я бы очень не хотела, очень. Я вам скажу, вот когда я написала письмо Колокольцеву, была у меня в жизни такая история. Но это был очень плохой момент в нашей жизни общей. С посадками всякими, с историями какими-то. Это был новый виток жестокости, когда там мама моего ученика пила из унитаза в подмосковном городе, потому что просто ее туда бросили, в Кутузку, и она говорила, я задыхаюсь, у меня там ничего. А ее взяли превентивно, потому что как раз уже начали тогда лица фотографировать. Потому что она была на чем-то предыдущем. Ее вдруг увели из дома в этом подмосковном городке и привели в отделение милиции. Там с ней очень плохо обращались. Вот это пила из унитаза. Мне потом специально звонили ученики, говорили, только вы понимаете, что это все-таки из бачка, а не прямо вот оттуда. Все в порядке, дети, я в своем уме, ничего. Оттуда мне тоже не нравится. Не давали пить. Ну вот. И как-то это все очень накопилось, и действительно выпускники мои, многие оказались в автозаках. Они не делали вообще ничего, ни с какими лозунгами они не выходили. Они приходили к суду постоять. Всегда было можно. Никто не знал, что уже нельзя. Они просто стали хватать от суда. И я поняла, что что-то нет. Я больше не могу. И я понимала, что я не могу писать письма и собирать подписи учителей, потому что это уже стало рискованно, это мне было понятно. Я могла написать письмо только от себя. Я написала Колокольцеву письмо. Я сказала, в конце концов, это наша учительская привычка. Вот глядя в глаза, задавать вопрос. Вот скажи, пожалуйста, ты что имел в виду? Ты вот это знаешь или не знаешь? Ты это сказал сознательно или тебя обманули? Ты понимаешь, что происходит или нет? И ты ответь. А я буду смотреть, учитель, который много лет умеет отличать вранье от невранья, и поймут, правду говоришь или нет. Тебе с мамой плохо или как? Я поняла, что это ничего не изменит. Я говорила, вы можете взять и сказать, это правильно, это справедливо, пожилых теток сажать, не давать им пить и дышать, потому что что? Потому что идет суд, и не надо им волноваться, чем он закончится. Это справедливо, хватать детей на улице и пихать их в эти шакутузки, и еще бить по дороге. Или вы говорите, ой, нет, так нельзя, это незаконно, мы же знаем законы. И тогда это тоже ответ. Просто в какой-то момент, когда тебя загоняют в угол, еще разные бывают реакции. Моя реакция – посмотреть в глаза и сказать, ты вот сейчас понимаешь, что ты делаешь? Можешь мне ответить? Если ты человек, ответь. Не ответил, конечно. Не ответил. Нет. И я рассматривала такой вариант, что вдруг ответят, вдруг что-нибудь, а вдруг придут и тоже куда-нибудь поведут, и это тоже будет ответ, конечно. Нет, такого ответа не было. Я не буду врать, я, конечно, так напряглась немножко. Ждала, что будет. Ничего. Ничего такого не было. А вы орете на детей? Да у меня голоса нет уже давно. Это же должны быть богатые физические возможности. Когда я работала в кирпичном заводе как раз, там класс себя вел так, что я вообще не понимала, что делать. Я была в отчаянии, из катушек просто слетела и закричала. Я закричала, никто не заметил. И пришел учитель физики из соседнего кабинета и быстро их успокоил. Потом сказал, еще 2 раза так заорешь, уходи из школы, точно ничего не получится. Хороший урок был, на самом деле, потому что, нет, я еще несколько раз пробовала. 1 раз мне делегацию прислали, Надежда Доронина. Но я не знала, что это был тяжелый такой измайловский класс, они шумели. Я не то чтобы прям кричала, но, наверное, все-таки кричала. То есть говорила громко, чтобы меня было слышно, и пыталась говорить угрожающе. Прислали делегацию 3 мальчиков, они сказали, Надежда Доронина, класс нас прислал сказать, что не надо вам кричать.
Потому что не страшно совсем, а как-то жалко. Вот, в общем, толку нету. И вас все равно никто не боится, только Разумов, но он и так боится, если не кричать. И все, это уже, кажется, был последний раз, больше уже нет. Но я могу страшно сказать и без крика. У вас были истории ссоры с классом? Да, несколько. Я теперь понимаю, что это значит, что я была недостаточно взрослая. Но это болезненная история. Я очень не хотела, чтобы мой класс ездил там, в некоторую поездку, в которую я ни за что не поеду. Я считаю, что там все неправильно. Вот. И не могу сказать, почему. А она школьная. И вроде как. Я сказала нет. Мне учителя, которые ее организуют, сказали, да вы лучше им разрешите, они же все равно поедут. Мне это вообще потрясло, потому что они знают, что я против. Это мой класс, я классный руководитель. Потом я родителям сказала, я бы не хотела. Говорят, а почему? Ну, поверьте мне, пожалуйста. Я еще сказала, нет, но раз мне учителя говорят, что вы все равно поедете, мне ничего не остается, как разрешить, иначе еще глупее получится. Сказала я, но это не оставляло никаких сомнений, как мне казалось. Я категорически против. А потом я прихожу в школу 1 сентября, и мне учителя говорят, ой, какие у вас отличные дети на ресторане, ой, как они отлично нам помогали, как они хорошо работали. Я говорю, какие дети? Ну как же, практически весь класс. То есть они поехали тайком? Не тайком, просто они как бы не обязаны мне докладывать, они свободные люди в почти свободной стране. И у меня поднялась температура. Я очень болела потом. Сколько-то времени, я не поняла, что это такое было. Я знала, что они знают, что я против. И вообще-то им бы хотелось что, не ссориться со мной. Но желание было непреодолимо. Ну да, и я думала, что ж мне делать теперь. Помирились? Да. Я сначала думала, я не буду больше с этим классом работать. Чего, не хочу. Думаю, уже взрослый, 11 класс, отказаться, что ли, от классного руководства? Потом думаю, тоже какая-то целая история, она официальная. Не годится. И я сказала, я не буду ни от чего отказываться. Я приняла сигнал, я буду честным классным руководителем. И журнал будут записывать, заполнять, и родительские собрания проводить. Они не поверили. Потом говорят, а что мы будем ставить в этом году? Какой ставить? Ничего мы не будем ставить. А куда мы едем в осенние каникулы? Куда мы не едем в осенние каникулы? Тут я на самом деле и сейчас не жалею, что я так себя вела, хотя неправильно так сильно горевать, потому что все равно они дети, и все равно я понимаю, что там. То есть это мне было нормально обидно, что неправильно, нехорошо. Учителю не должно быть обидно, потому что он взрослый, а они нет еще. Насколько тяжело для учителя отпустить ученика? Отпустить в каком смысле? Для родителей всегда очень сложно осознать, что твой ребенок тебе не принадлежит, да, что он сам по себе. Нет, это вообще не трудно. У меня меняли же представление о том, что такое хороший учитель. У меня была и такая картинка, лет 40 назад. Нет. Непонятно как. Уже такое общаться, это вообще непонятно. Про смысл, что ли, разговаривать? Знаете, какое общение? Я не вижу вообще человека много лет. И вдруг я получаю смс-ку. Надежда Доронина, я сделала аборт. И я на 3-й секунде понимаю, что это значит. Это значит, со мной это случилось, мне плохо. А что вы ответили? Я ответила, как себя чувствуешь? Все хорошо прошло, не больно, чего-нибудь, осложнений нет. Под наркозом хоть, да, слава богу, все. То есть не надо это заказывать для самоутверждения, понятно. А как-то был год один, я помню даже какой, когда 3 раза меня будили ночью летом, потому что рожались дети. И муж говорит, слушай, ты можешь уже это прекратить? Почему он тебя по ночам рожает? Мальчики и девочка. И я говорю, все в порядке? Он говорит, да, она с бровями. Я говорю, а как ты знаешь? Потом я вспомнила, что сейчас уже отцы участвуют. Как-то у меня какие-то другие воспоминания были. Захотелось позвонить, сказать. Это не называется властитель дум, вообще никак не называется. Это называется значимый взрослый? А я не знаю этих учебников уже. Я родилась в первой половине прошлого века и разрешил себе не разговаривать на языке, который не мой.
И очень много чего я себе разрешила не знать. Я говорю, ой, дети, а что это? А они мне рассказывают. Что. Я говорю, и как куда вот это всунуть, что-то тут за проводочек? Отойдите. Ну, все отлично сами всунут, все заработает, все включится. А я говорю, ой, какие умные, какие молодцы. Все. Есть ли те произведения русской литературы, которые вы бы совершенно точно хотели бы убрать из школьной программы? Да, Тарас Бульба. Почему? Потому что очень сложно. Потому что... 7-й, да, по-моему, класс сейчас? Если не 6-й. Ну, сейчас еще не прибиты гвоздями произведения к классам, но уже начнут. Вот-вот. Уже мы на старте, ждем, чего будет. И у меня есть возможность получить представление о том, как изучают в школах Тарас Бульбу, потому что, вот, когда я набираю гуманитарный класс, ко мне приходят дети из самых разных школ. И они могут рассказать про любое произведение, которое они хорошо помнят и которое им интересно. И они рассказывают про Тараса Бульбу, потому что недавно изучали. И вот что я слушаю про Тараса Бульбу, вот от этого леденит кровь. Ну, все рассказывают, что Тарас Бульба – это произведение про героев, про хороших и про плохих, про героев, которые сражаются за свою родину. Я говорю, какая у них родина? За какую родину? За какую свободу родины сражается Тарас Бульба? А почему они сражаются? И какие-то люди, которые помнят текст, начинают вспоминать, что вообще-то Тарас привез сыновей в Сечь, чтобы к боевому делу их приучить. А там никто не воюет и не воюет. И он нарочно подговорил переизбрать Кошевого, чтобы того выбрали, который пойдет воевать. А что им сделали турки? А поляки? Еще они говорят, они сражаются за христианскую веру. А поляки кто? А что такое христианство? И дети начинают сердиться ужасно. Некоторые уходят и понимают, что не надо им поступать в мой гуманитарный класс. И правильно, наверное, понимают. Но понятно, что это бедные дети, которым рассказали, они прочитали, ничего не поняли, потому что там много слов непонятных. А им рассказали. Во-первых, в школе читают сокращения, и все-таки самые жестокие сцены обычно из хрестоматии вырезают. Ну, а какие-то передовые учителя говорят, все читайте. И тогда они читают, как смешно, там дрыгают башмаками своими. Евреи, когда их топят, а топят их, потому что что они под ноги попались. Так нет, в этом же есть такой антижестокий смысл. Ну, это другой уровень чтения должен быть. Семиклассник не знает, что с этим делать. Есть единицы, которые от этого содрогаются. И есть большинство, которое не хочет в эту сторону смотреть и хочет быстро-быстро рассказать, что положено про это говорить. А положено про это говорить, что хорошо отец убил сына, потому что сын изменил своей родине. Я помню, как моя дочка училась в школе, и ее одноклассник, очень симпатичный Ваня, написал, ничего себе, национальный герой, сына убил, там, евреев, чего-то, и младенчиков штыками они там прокалывали, и бросали в огонь. И все это, на самом деле, так взволнованно и красиво рассказано, что формирует представление о героической норме. Это так преподается. А Тарас Бульба, конечно, повесть, которую можно было бы изучать в школе не спеша и совсем другими акцентами. И это не будут акценты как бы на жестокости, вот как нехорошо поступать. Имеет смысл разговор про то, что вообще, кто такой Гоголь? И почему эта повесть в Миргороде, рядом со старосветскими помещиками, там, и повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, и еще Вим. И вроде бы один и тот же такой затхловатый быт, жизнь, в которой ничего не происходит, а старосветские помещики – это повесть о любви, а повесть о том, как поссорились, о вражде. И одно и то же предстает либо поэтизированным, прямо идиллически, либо ничтожным. Как вот. И вот эти контрасты, вот эта способность поворачивать, она у Гоголя совершенно волшебная. И есть вот это как бы настоящее или недавнее прошлое, потому что и в старосветских помещиках, и в повести о том, как поссорились, есть рассказчик, который говорит, я видел, я встречался, я люблю сходить. То есть это, если прошлое, то недавнее. И по контрасту совсем прошлое Вий и Тарас Бульба. И там тоже одно и то же прошлое может быть вот как бы героизированным для того прошлого, вот для другого способа мышления. Мы читаем вторую редакцию Тараса Бульбы. Он фактически переписал повесть после того, как ему сказали, что он русский Гомер.
У меня есть очень хорошая работа одной девочки из гуманитарного класса, которая все посчитала и расписала. Она посмотрела, сколько он вставил элементов эпического стиля из «Илиады» в Тараса Бульбы во вторую редакцию. Вот, скажем, все описания сражений были в 10 строчках в первой редакции. А вот эти совершенно гомеровские, развернутые перечни поединков, перечни куреней, как список кораблей, очень много что еще он добавил во вторую редакцию. Он сделал русскую «Илиаду». И вот как он ее сделал, какие развернутые сравнения он туда вставил, совершенно по аналогии с тем, как у Гомера там описано, как бегут ахейцы, и это подобно лесному пожару, и дальше там много строчек того, как это шумит, гудит, и все захватывает кругом. И тут есть поэзия, просто поэзия описания, поэзия как бы свидетеля того, чему никто свидетелем не был. И Гомер ни почему не мог быть свидетелем Троянской войны, если она и была, и Гоголь тоже. И это такое вот воскрешение словом в традициях, это очень все интересно. Про это можно разговаривать, и это будет настоящая литература. А в программе, вы говорите, нужно убрать? Да, потому что это очень трудно, в 7 классе просто невозможно. А бесы? Вообще ни о чем разговаривать, ни за что. Их нет в программе. А их нет в программе? Нет, конечно. Достоевского вообще в программе не было довольно долго. Я в школе училась без Достоевского. А я с Достоевским. Ну, так вот вы мне в дочке годитесь, причем младше. По-моему, в 70-е годы появился Достоевский, появилось «Преступление и наказание». Ну, и все быстро-быстро нащупали, что надо про него говорить. Про него надо говорить, что вот убивать нехорошо. А тема сочинения и экзаменационный билет формулировался так: индивидуалистический бунт Раскольникова. И на самом деле такая формулировка подталкивала к мысли, что Раскольников, конечно, задумал что-то почти революционное, но только вот таким индивидуалистическим способом, посредством одного топора. Надо было позвать товарищей. Ну, топору «Зовите Русь» в это же самое время и сказано. Тут как раз подоспела легализация православия, христианства, и стал, может, про это говорить. И стало еще по-другому. У меня есть история от моей подруги. Я заменяла другую учительницу в классе ее сына. Он пришел домой и сказал: у нас сегодня какая-то учительница была вместо нашей. Она, наверное, диссидентка. Почему диссидентка? Спросила мать. Сын сказал: потому что она говорит про Бога и не добавляет тоже, что на самом деле Бога нет. И так я понимаю, что в 80-е годы еще не положено было говорить слово «Бог» и не добавлять тут же, что на самом деле Бога нет, чтобы никто не сбился. А вот уже в 90-е годы наоборот. Вы работали учителем в 70-е. Это то время, когда все думали не совсем то, что говорили, да. а все, что думали, не говорили, ну и так далее. Короче говоря, это было время такого бесконечного вранья. Да. При этом, мне кажется, что школа – это то место, где хотя бы нужно попробовать научить не врать. И как вы с этим справлялись? С этим нельзя справляться идеально. История вся в том, что у учителя очень много разных задач, и ни одна из них не решается вот прямо окончательно. Но все можно попробовать, и во всем можно достичь какого-нибудь не абсолютного, не идеального, но какого-нибудь результата. Понятно, что это очень острая проблема. Мне был, например, 21 год. И надо было разговаривать с людьми, которых я очень плохо понимала. Я понимала, что они люди, но это был поселок кирпичного завода в Подмосковье. А до этого это был совхоз «Белая дача», тоже подмосковный. Там были все старше меня с очень интересными представлениями о жизни. Потом была прекрасная для меня Измайловская школа, и там тоже почти все дети из коммуналок, из алкогольных семей было очень много детей. И совершенно было непонятно, что я должна делать. То есть вот прям так врать совершенно не хотелось. Или надо было дать понять, что ты вот сейчас будешь врать, и все могут расслабиться. Но у меня у самой не было достаточно твердых убеждений вот на тот момент. То есть я была за все хорошее против всего плохого. Я что-то уже понимала, а что-то еще нет. Вот у нас был такой билет «Руководящая роль партии в развитии советской литературы». Это был выпускной билет. Там неизменные были формулировки в течение десятилетий. И я понимала, что это ужас-ужас, потому что я должна с этим делать. И я провела идеальный в своей жизни урок. Я написала конспект. Я выписала все постановления и резолюции 25-го года, 32-го года.
устав Союза писателей, который принят на Первом съезде. Началась партийная организация партийной литературы, которая в 5 году написана была Ленин. И очень хорошо, четко, без всяких там сложностей, дискуссий. Я все продиктовала, сказала, вот это вы учите наизусть, вот вам все пункты, мы их не обсуждаем. И была очень собой довольна. А после урока подходит ко мне девочка, за рукав дергает и говорит, ну, Надежда Таруновна, ну, не расстраивайтесь, ну, сказали и сказали. Что вот это с одной стороны вот так было. А с другой стороны, я думаю, нет, что ж я делаю-то? Что ж я делаю? А у меня был факультатив, и там были хорошие девочки, которые еще чего-то хотели, которым я давала какие-то книжки почитать. И я им стала вдруг пересказывать Надежду Яковлевну. Вот Мандельштам. Что она по поводу вот всех этих исторических документов и политики партии в области литературы, как она формулирует. Очень воодушевилась. А потом испугалась. Думаю, вот что я сейчас сделала? Вот они ничего подобного не слышали никогда. Наверняка они из голоса вот так все не поймут. В общем, я все время думала, должна ли я куда-нибудь за собой повести, чтобы увести от такой нормальной в их представлении жизни. Это серьезный очень для меня был вопрос. Я была очень молодая, но мучилась этим вопросом. И примерно через день я прихожу к этим же детям и говорю, ой, дети, что-то я вам такое сказала. Вы, наверное, испугались. Я говорю, да что вы, Надежда Ароновна, мы же привыкли делить на 10 все, что вы говорите. В школы возвращаются отчасти пионерские организации, уроки о важном, подъем флага, пение гимна. Это возвращает нас циклично там, на 40 лет тому назад. Да, при мне уже было. Ну, просто надо очень много слов выучить на 3 гимна-то. Ну, в общем, нет. А, то есть это 3-й гимн в вашей жизни? Да. Я при Сталине жила. У меня в детской поликлинике были такие поясные портреты Сталина, девочка в матроске. А в Доме офицеров, где у меня музыкальная школа была в городе Ворошилове-Уссурийском и потом Уссурийске, там в рекреации, или как это называлось, в общем, в фойе была большая двойная скульптура Ленина и Сталина читают газету «Правда». И мы в перемену садились на руки то к Ленину, то к Сталину. Ну, так, забава такая была. Можно было под листом, под газетой. Это не считалось оскорблением чувств? Нет, Сталин уже умер, но это еще довольно долго все стояло. Ну, просто стояло и стояло, потом куда-то девалось. Чего вы будете со всем этим делать? Посмотрим, я не знаю. То есть, понятно, произнести ни одного слова, за которое я не могу отвечать, это я не смогу сделать. Даже весело морочить голову, как я могла с молоду, наверное, тоже не смогу. Давайте я вам еще расскажу вместо этого всего, как я проводила политинформацию. Я пришла потом, после своих кирпичных заводов, в очень хорошую школу, где у меня были чудесные старшие товарищи. Одни вдохновенные, другие циничные, все очень умные. В Измайлове. Простая дворовая школа. И вдруг мне говорят буквально через 2 недели, тебе политинформацию делать для учителей. Я говорю, как это, что это, не понимаю. И мой прекрасный старший товарищ Юрий Александрович говорит, смотри, берешь газету любую и красный карандаш, и вот так вот очерчиваешь какую-то кривую, вот такую фигуру, не квадрат, не прямоугольник, а как-нибудь вот так вот криво, поняла? Вот так. С этим выходишь и без выражения читаешь. Доходишь до последнего слова, неважно, точка нет, вот так складываешь и говоришь, ну вот, в общем-то, и все. А теперь что будет? Не знаю. Я старше на лет 40. Не знаю. То, что могла раньше, куража нет. Посмотри. Что вы предполагаете делать с новым стандартом преподавания русского языка и литературы? Ну, с русским языком вообще ничего особенного там не происходит. С литературой происходит. Ну, посмотрим, как можно там лавировать. Новость в том, что теперь обязательные произведения будут закреплены за классами. И принцип раньше был очень понятный. Был минимум обязательных произведений. Тоже этот минимум был слишком велик для меня. По моему представлению, надо было бы меньше. И дальше была свобода выбирать то, что подходит этому классу, его уровню вообще литературной подготовки, его готовности про что-то говорить или не говорить. А сейчас нам грозят для унификации, значит, всем обязательную программу, строго утвержденный способ, будет единый учебник, нам обещают его, состав авторский утвердит министерство, и нам объясняют, что это будет очень для всех хорошо, потому что
Это я не придумала формулировку. Я ее прочитала с интересом и подумала, что отличное было бы упражнение на понимание. Потому что это освободит учителя от. Нужно вставить. Ну, вот каждый может придумать сам, от чего освободит учителя. Нам скажут, в каком порядке, по сколько часов, какие обязательно произведения изучать, сколько контрольных работ, как проверить и что говорить. А что от учителя будет зависеть теперь? Ну, учителя освободят. Он будет свободен? Ну, конечно, он будет свободен. Что такое свобода? Осознанная необходимость. Так меня учили. Значит, это освободит учителя от необходимости самому подбирать материалы, самому планировать. Это же обременение такое. Самому думать, что ты хочешь сделать. И тебе все скажут уже заранее. Когда-то очень давно была юмореска такая. В советские времена мы очень смеялись. По-моему, в литературной газете на 16-й странице. Не помню. Но там якобы какой-то учитель сказал, вот бедные писатели 19 века или литературные герои 19 века, они все искали смысл жизни. И насколько же лучше и счастливее мы сейчас, потому что мы его уже знаем. А дальше пришел 21 век, можно еще порассуждать. Да, это я видела своими глазами, я читала. Лесков есть в программе? Что значит в программе? Есть всегда Лесков левша. читает, это же самый русский писатель вообще на свете. Значит, он больно русский писатель, и не понятно, что он написал. С ним очень трудно идеологически. То есть про Лескова еще больше, чем про всех остальных, как бы легче рассказать, какая у него хорошая идея, если не читать текст. Подождите, вы сейчас сказали, что нужно сказать, что есть такой писатель Лесков, он написал, ну, предположим, «Левшу». «Левша во» – это про русский народ. И что русский народ очень хороший и очень умелый, и только немножко этих мастеровитых людей обижает царское самодержавие. Значит, как-то раз в Пушкинских горах мы топили печку с недавним гуманитарным классом и разговаривали, какие произведения классической литературы они бы выкинули из программы средней школы. Они перечислили почти все. То есть Тараса Бульбу? То есть и Толстого, и Тонкого, и Салтыкова-Щедрина. Эти сказки, они были не смешные. Этот мужик, но он прокормил двух генералов. Ну, просто это рано читали, когда они не понимали, кто такие генералы, ничего про крепостное право, ничего про... Ну, в общем, короче, без привязки к эпохе и к социальным картинкам ничего не работало, не смешно. И один мальчик очень хорошо, он сказал, только Лесков очень мне нравился, только, оказывается, я его понимал наоборот. Тут мне уже стало интересно. И, оказывается, да, они читали «Левшу», и, правда, очень смешно. Все эти бюстры, там, все эти досадные кушетки, и, там, непромокабли, и словечки смешные, и еще что-то. Но только им очень хорошо объясняли, что это вот про хороший трудовой народ, который всех англичан за пояс заткнул, а только немножко его угнетает. Читать или не читать, это как бы родители решат, это учителя решат. Если читать Лескова, надо учить читать Лескова. Надо видеть эту его усмешечку. Лесков все время тоже хотели привести к общему знаменателю. Так ему особенно руку никто не подавал. Почему? Демократы считали, что он недостаточно демократ. Он просто в юности написал статью про поджоги, когда он еще был газетчик просто на побегушках. Ну, а вся реакционная пресса говорила, это, конечно, студенты, вот эти скубенты. А наоборот, передовые все говорили, что это клевета и там еще что-нибудь. А он сказал что-то в таком духе, что... Ну, вообще-то, при чем здесь? Пускай следователи уже поработают и выяснят, кто поджигал. И это не понравилось всем, просто никому не понравилось. Демократы были недовольны, что он не негодует на клевету на студентов. Консервативные люди, конечно, им было мало, что он сказал, разбираться. Нет, конечно, студентов надо проклинать. И очень был недоволен еще и государь, потому что он сказал, что это сказали, что у меня пожарные плохо работают. У меня пожарные хорошо работают. То есть все. И как-то так получалось все время, что он ни с кем не солидаризовался вот, идеологически. И он никому не нравился. Поэтому. И все так понимали, что он талантливый, но как немножко брезгливо. Как-то говорили, чрезмерный талант. Как-то что-то говорили, что это он такой. Или они говорили, так русский народ не говорит. А он и не говорил, что так русский народ говорит. Конечно, он придумал весь язык. Он просто написал, что вот это такой сказ, вот он его слышал где-то. И потом уже никто ему не верил, когда он говорил, да вообще-то это я придумал. То есть, а он еще злой какой-то был, и это характер у него был дурацкий. Вот он оказался неизвестно кем. А когда его стали любить, то его стали любить за то, чего там нету вообще.
То есть читают «Очарованного странника» и говорят, вот она, русская душа, вот как она приходит к Богу. А убил он сколько человек, давайте посчитаем. И про кого он вспомнил из тех, кого он убил. Вообще, про Грушеньку это ему тяжело, конечно, он ее своими руками, и тоже логически порассуждали. А что там вот этот монашек ему является, так он про него думает только то, что он ему во сне является. А что он просто так забавы ради взял его, хлестнул, тот с телеги упал, это ничего. Помните, вот просто так наспор для интересу стал он участвовать в этой удивительной забаве, кто кого пересечет, и он забил до смерти соперника, которого первый раз в жизни не видел, потому что он придумал. Во-первых, он испытал, как вот он сможет вытерпеть или не сможет, понял, как надо телом, куда подаваться, когда с оттяжечкой, еще что-то сообразил. И сообразил, как, чтобы больнее был тому другому, и того до смерти замучил. И говорит, вот она русская душа, вот она духовность, вот он. Ну, может, так и есть. Если так и есть, то надо что-то другое еще формулировать, кроме этого. В конце концов, наверное, так, но только надо сказать все, что там написано, а не то, что мы выбрали для того, чтобы погордиться. Но важно для русской литературы писатель Лесков? Невероятно важные. Если бы мне сказали, вот выбери одного писателя, который расскажет тебе все про русскую, я бы отказалась наотрез. Вот когда дело предлагает на выбор, никакую руку все равно дрянь какая-нибудь достанется. Нельзя выбирать вообще в эти игры, поэтому я так против цвета этого восстала. Подождите, я даже вас не просила выбрать 5 самых главных книг русской литературы. Большое спасибо, Катя, я не буду. Но просто как очень важный штрих, если мы хотим понять вот разные точки зрения на то, кто такой народ, русский народ XIX века, например. Вот как это разные умные люди с разным устройством головы видели, то один из необходимых элементов – это творчество Лескова. А другие какие? Толстой, безусловно. Я не знаю, кто про русский, не русский. Я бы сказала Гоголь, «Мертвые души», конечно. «Мертвые души», безусловно. Только 19 век. Да Некрасов, конечно. То есть ничего нового я не сказала. Да, вообще-то и Гончаров туда. А что-то вы Достоевского обидели. Прямо он обиделся. Я знаю, что Достоевский великий писатель. Что он сказал про народ, я не знаю, где вы это прочитали. Где? В записках из «Мертвого дома». Где там народ? Бесы. А где там народ? Лебяткин? Да ладно. Что такое народ? Вот просто было в середине XIX века народ крестьянин, а остальные господствующие классы для демократов. Я не знаю, кто такой народ. Интересно, кстати, я детей спрашиваю иногда, народ это вот... Что такое? Вот человек говорит, тут народ, там за народ, против. Народ это кто? Вы скажете, говорят они. И не знают, как сказать. Вам принадлежит высказывание о том, что вы из 90-х бы никакой литературы в школьную программу не взяли. Что такое школьная программа? Это же не список, который надо прочитать обязательно и на этом остановиться. Это не все, что понадобится человеку в жизни, а вот какое-то количество произведений, про которые мы умеем разговаривать, на которых мы можем показать, как можно читать, про что можно думать. Я не знаю такого произведения 90-х, которое вот с этой точки зрения стоит... Я не знаю, значит, что его нет. Может, оно написано не опубликовано или опубликовано, а я не читала или я не поняла. Но мне очень хватает тех произведений, о которых я примерно умею разговаривать. И это совершенно не мешает людям читать что-то еще. Опять-таки, что такое школьная программа? Есть история литературы, которую изучают 9, 10, 11, 3 года. И есть литература с 5 по 8 класс, где вообще-то до наступления этого нового стандарта была примерная программа, она оставляла за учителем право, кроме обязательных произведений, брать все, что угодно. Еще. И совсем не обязывал нас хронологически к делу подходить, изучать историю литературы. Это бесполезно и даже очень вредно, когда идет речь о маленьких классах. Они должны читать то, что им понятно, то, что им интересно, и то, где должна быть работа мыслей, и это должно быть эмоционально разнообразно. Нельзя, чтобы все страшно, нельзя, чтобы все смешно. Это искусство выстраивать в каждом классе такой набор произведений, чтобы не гас интерес, и чтобы все время что-то прирастало и прибавлялось.
Мы придумали учебник с коллегами. С большим удовольствием над ним работали. Он не прошел. Где-то все экспертизы были прекрасные, а какая-то оказалась еще одна. Ее написали те же люди, которые писали экспертизы на учебник русского языка. Еще, в общем, теми же самыми словами. Там недостаточно заданий для групповой работы. И на основании этого учебника 5 класса нельзя сформировать целостное мировоззрение. Вот такие две были претензии, поэтому резолюция была отклонить. Не рекомендую. Его можно купить во всех книжных магазинах. Можно купить для 5 класса, дальше не стали печатать просто. И я знаю много учителей, которые с удовольствием по этой программе работают. Для этого не обязательно покупать учебник, потому что произведения, вот они, бери их, скачивай их, бери книжечку. А вопросы, которые мы задаем, а логика, которую мы закладываем, она. Но если будет обязательный список с точно назначенными на определенный год и на определенный месяц произведениями, а так, видимо, будет, потому что ВПР у нас всероссийские проектные работы очень удобно проверять по всей стране сразу, чтобы все прочли своего Тараса Бульбу в марте, и в марте проверим, как прочли. Тогда, конечно, свободы будет меньше. И вот в этих маленьких классах, конечно, надо читать очень много про детей, современного, не архаического, или не очень современного, но прекрасного. Я очень люблю, и в нашем учебнике есть много Искандера, или там есть Илья Зверев, и есть какие-то рассказы Житкова, которые обычно не читают дети, потому что не доходят до них руки. И мы читаем в 8 классе там, «Повелителя мух», а в 7 классе там, «Убить пересмешника». И, чего еще? Что у вас там дети? «Убить пересмешника» и «Повелителя мух». Там дети. Это книга, которая написана на самом деле для детей, о детях. И в 8 классе, не пугайтесь, мы читаем, во-первых, Приставкина. Тут я как раз понимаю. Вот, он к нам приходил сюда, мы с ним разговаривали. Я ужасно горжусь тем, что я его все-таки выманила. Он уже плохо себя чувствовал, у нас получилось. Он потом сказал, наверное, это мое последнее выступление. Здравствуйте. Я не вас. Извините. Это школа, ребята, сейчас. Правда вы заметили, что мы тут что-то делаем? Я не смотрю, я вот по мебели хожу. Приходил Приставкин к вам? Да. Мальчики мои сказали, это же тоже не Толстой, почему он живой? А потом мы читаем Хаджи Мурата в 8 классе. И тогда, получается, и кавказская тема закрывается, и очень много чего. И, понятно, вот этими зигзагами мы подготовили детей к очень важным разговорам всяким. Про то, что там написано, как это можно осмыслить, какие там разные точки зрения, как это понимать, что понимают дети, что понимают взрослые, что понимает взрослый писатель. Мы все отчасти заложники образа учителя, который нам подарили советские фильмы. «Доживем до понедельника», «Дорогая Елена Сергеевна», как он называется, «Вам и не снилось» и так далее. Я чужие письма очень люблю. В общем, что вы из этого выбираете? А еще к людям с правопередачи. У меня другой набор. Как образец учительского поведения не работает ничего. Да ничто не работает. Конечно, никакой мне не образец общества мертвых поэтов. Нет, это не история про то, что надо вот так. Но гораздо интереснее у меня были совсем плохие советские книжки и советские фильмы про учителей, которых все любили, которые открывали всем глаза на все. И я, как ни странно, вот это все впитала, и какие-то представления, которые никак не осуществились, но где-то во мне живут, что это все равно миссия, что мы можем что-то такое сказать, чего никто другой не скажет, что от нас зависит, что мы можем быть тем последним человеком, который еще успеет прийти на помощь, например. И поскольку учителю может быть больше дано, если он книжки читал и образованный, то с него может больше и спросится. Это были такие книжки, там другие были трудности, там материальные, например, учительница деньги дала, или там кто-нибудь оклеветал, учительница вступилась. Уроки Я французского? про это читал.
Ну, хотя бы. Хотя тоже там очень сомнительная история с этой игрой. Замечательная эта книжка тем, что это не образцовая учительница. Это хороший рассказ Распутина, еще честный, потом нечестно все писал. А здесь все еще такое более-менее честное, понятное, психологически точное. И это учительница, которая понятия не имеет, что едят и что не едят в деревне макароны. Это все про то, какие ситуации бывают. И это все можно пережить и перечувствовать. Когда из них не вылезает мораль, это очень хорошая тогда получается литература. Ну, можете назвать хотя бы там 3 книжки, если вы фильмы не хотите называть, хотя бы 3 книжки, где учитель соответствует вашим представлениям о том, как это можно? Ну, я просто могу сказать, что не соответствует там, например, в «Доживем до понедельника» никто, ни Герой Тихонова, ни девочка эта хорошенькая, потому что ясно, что он несчастный человек, который считает, что у него жизнь не удалась, и он что-то может... И компенсирует. Да, и очень его жалко, и он много знает, и нечего ему делать. Там, и он вообще-то не такой уж молоденький, чтобы удивляться, когда мамаша вот этого по башке бьет, этого сына, который плохо успевает. Это все я так знаю, это правда. Я все так знаю, что для меня это вообще не искусство. Это прямо еще сценки из жизни, еще пострашнее бывало. Я понимаю, как это тоскливо. Но там нету никакого освобождения, никакой радости. На самом деле в этой истории нет. Это история про учителя, который мог быть не учителем, а художником. Или, там, я не знаю, кем еще, математиком, которого там не понимают, которого кто-то любит. Он такой загадочный. Ну, неважно, это не прям про школу, хотя это всех пронзило какой-то новой правдой про школу. О, счастье, когда тебя понимают. У меня не было таких учеников, которые так бы сформулировали. Они вообще не могли предложение целиком построить. Вот. И они все во всех книжках про школу ученики говорят все равно гораздо глаже, и они гораздо литературнее, чем то, что я видела в жизни. Когда я пришла в московскую школу после кирпичного завода, у меня было ощущение какое-то, что я внутри кино в какой-то момент. Потому что там люди говорят... Там, здравствуйте, будьте добры, даже могут сказать. Двоечник может так сказать. И это, кажется, вообще невозможно. Это сказка. Потому что там, откуда я пришла, меня спрашивали, как лучше поступить, если пьяный отец ногу отстегивает свою деревянную и лупит по башке всех, и, значит, мать там с ребеночком убегает, а сын, который у меня учился, он одеяло на голову натягивает и так сидит. А сейчас он вырос, и он уже сдачу дает. И вот Арон посоветует, как лучше, вот, чтобы давал сдачи, или чтобы вот... А то тебе не так им понравится драться. А Арон, значит... Ну, так называли вас Ароновна? Ну, и мамки иногда так говорили, да. Ну, Надежда Ароновна, длинно очень. Слово все равно диковинное. Вообще с этим отчеством у меня было много прекрасного. И на кирпичном заводе, и в других местах. Например, один мальчик рассказывал биографию Пушкина, так сказал. Вообще-то Пушкина воспитывали французы, но русское влияние на него тоже было, потому что ему рассказывала сказки няня Надежда Ароновна. Чего ты перепутал? Помимо того, что вы один из самых известных учителей литературы в России, ну, вот это, вы еще Карабас-Барабас школьного театра. Да я много чего Карабас-Барабас вот конкретно. Да. Почему вы считаете, что ваши ученики должны, ко всему прочему, те произведения, которые вы изучаете, ставить? Во-первых, я никогда не говорила, что мои ученики что-нибудь должны. Вообще ничего не должны. Нет. Во-вторых, мы очень редко ставим произведения, которые мы изучаем. Если вы посмотрите на афишки, тут вообще нет произведений, которые входят в школьную программу. Это все драматические произведения. Там очень простой принцип у меня есть. У меня обычно 3 года учатся дети, а теперь вот 4 мы теперь набираем с 8-го. И это 9 класс – это всегда какой-нибудь 18 век, а 10 класс – это какой-нибудь русский 19, какой-нибудь Островский, а 11 класс – это 20 век. И это, конечно, параллельно идет с нашей литературой, но совершенно это не способ изучения произведений. У меня обычно на сцене весь класс. Мне приходится придумать всякие фокусы интермедии, вот, чтобы все, кто хочет, хотят, обычно все или почти все, там на сцене как-нибудь оказались. Но далеко не во всех школах учитель литературы занимается постановками. Зачем вам это надо? Это реально
осмысленное дело, которым класс занимается, например, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. В марте показывает или в феврале. Это всегда сначала как-то трудно, и мне очень нравится вот этот процесс, как вот ничего нет, прям совсем ничего нет. И потом постепенно все втягивается. И как потом кто-нибудь один все никак не учит слова, когда остальные уже выучили, мы на него все очень сердимся. Потом вдруг оказывается, что кажется уже, что кто-то совсем не может. И тогда я зову студентов на помощь. Они говорят, честно, это ваши выпускники. Потом наступает какой-то момент, когда мы команда. Каждый начинает что-то придумывать, вот потом вот все, вот оно живет. Ты, Настя, совсем очумела. Я в своем доме за твою законную дочь замуж подаю, а ты у меня в доме развратом занимаешься. Что я тебе жалко, только что ты на него себе свой бюст увеличила? Маменька, оставьте ее, пожалуйста, это очень даже интересно. Скажите, Настя, он вам его в самом деле увеличивает? В самом деле. И есть еще вот это невероятное чувство, когда мы все стоим на сцене. Конечно, овации. Зал состоит наполовину из студентов, из наших выпускников, которым очень нравится снова это пережить. И они знают, что они дальше должны делать. А дальше они должны подойти к актерам и рассказать им, что у них хорошо получилось. Какой момент так произошло, что именно учителя стали как будто бы опорой действующей власти? Вот все время говорят, что голосуют, это в основном учителя и врачи почему-то. Я не знаю, правда это или нет. Я знаю, что учителя очень, они люди, как и все остальные люди. Они трогательные, разные есть, хорошие, более образованные, менее. Но образ россиянина, который вынужден поддерживать власть, почему-то это всегда какая-то учительница, которая находится в сложных жизненных обстоятельствах. Действительно, если она не будет работать учителем, она больше никем не может. Почему? Потому что очень трудно перестраиваться, потому что маленький город, вот там 2 школы, тебя уволили, и что, ты будешь продавщицей в магазине? Не хочешь, ты же все-таки более-менее разумная, добрая, вечная, училась сеять там 5 лет. Но все-таки, культурный человек. Потому что и в головах очень много разного удивительного. Вот этот криво понятый осколок патриотического воспитания. Вот тебе сказали, надо, это надо. Все мы знаем, что такое психологические тесты, что такое Милграм, вот вся эта история. Почему? Вы помните, да, эту историю? Почему? Задались вопросами американские психологи, столько людей было готово убивать во время Второй мировой войны. Был эксперимент такой. Повесили объявление, что требуются люди для помощи науке. Вот лаборатория психологическая работает, приходите помогать, но только наврали, им сказали, что будут изучать, как происходит обучение, усвоение знаний. И дальше людям, которые пришли, сказали, что вот сейчас они вытянут бумажку, и у них будет роль учителя или роль ученика. Все вытянули бумажки учителя, это все подстроено, это эксперимент. И дальше мы объяснили, что у них такая задача. Будут задавать вопросы ученикам, а не учителя. И если неправильный ответ на вопрос, надо нажимать вот эту кнопочку, и этого ученика будут бить током. Не сильно сначала. Но если подряд все время будут неправильные ответы, то доза усиливается. А вот эта линия, это уже смертельная доза. И это все нужно для науки. Поняли? Поняли. И дальше эксперимент. Понятно, что никакого ученика на самом деле нет. Понятно, что сигнал, что все время неправильно. Понятно, что вот этот человек, исполняющий роль учителя, послушно нажимает кнопку. Дальше ему дают послушать звуки, крики, прекратите, мне больно, мне плохо. Но руководитель эксперимента говорит, продолжайте, под мою ответственность. И очень высокий процент людей не только продолжает, но и по правилам эксперимента доходит до этой черты, которая означает смерть, и переходит эту черту. И это не садисты, не получают за это денег. Это совершенно добровольное дело. Они не подписывают никаких обязательств. Но они попадают в ситуацию, когда какой-то человек говорит, вот правильно так, я знаю, я доктор наук, под мою ответственность. Еще сколько-то дурящих слов, это нужно для науки. Это эксперимент. Нельзя бросать дело на полдороги. Что значит нельзя бросать дело? Начал убивать, теперь убивай. Как это? Куда девается вот это представление, здравый смысл, нравственность?
все куда-то девается, и это в первую очередь человека. И человек очень легко передоверяет ответственность тому, кто сказал, что он начальник. И точно так же какой-то другой человек говорит, теперь я знаю наоборот. А когда при тебе кто-то протестует, тогда, на самом деле, когда кто-то первый эту брешь пробил на твоих глазах, ты больше шансов, что другой человек скажет, нет, я тоже, пожалуй, не буду уже, ну нафиг. То есть, если кто-то один сказал, что я убивать не буду, то... Ну, он не говорит, я убивать не буду. Я вот это не... Они же все равно как бы не убивают. Говорит, не-не, это мне не нравится, что-то я вот это совсем не хочу, я не буду. Как? Это наука. А вот так, нет, все. И тогда больше шансов, что другие тоже говорят, нет, что-то мне тоже не хочется. При этом очень важно личный контакт вот этого начальника или там по радио, или там по телефону. Тоже разный эффект. Разные способы воздействия того, кто говорит, я знаю, я руковожу, я отвечаю. Но, в общем, удручающая история, если в целом, в том, что люди соглашаются делать это, потому что кто-то старший сказал, что ну, так надо, и он за это отвечает. Это мы отвечаем на вопрос, почему учителя являются основной голосующей им можно массой. рассказать что-то про дисциплину, про государственную необходимость. Ой, я вам еще страшное скажу. Когда мы вошли в Чехословакию, это мне было Интересно, что вы говорите 19 «мы». лет. Я бы сказала, когда Советский Союз вошел. Нет, это мы вошли в Чехословакию. Мне было 19 лет, я училась на третьем. Ну, вот должна была идти на четвертый, на третий курс. Я была комсомолка всегда, и пионерка, и кто только не. И у меня очень много грамот хранится дома. И на первой странице всех Ленин, вот такая головка. Вот, и написано там за активное что-нибудь, благодарность, там еще что-нибудь. Просто миллион. И вот что-то тут уж прямо как-то мне не понравилась эта история. Тем более, что у нас в институте были чешки, которые очень кричали, что вот они, ну, что мы оккупанты. И эти чешки мне не нравились. Они как-то неприятно кричали. И то, что они говорили, тоже было не обаятельно совершенно. Но какая-то что-то мне было нехорошо. И был человек, самый уважаемый мной человек, к которому я с этим сомнением пришла, старший. Ну, прям-таки отец мой, на самом деле, прекрасный, любимый, покойный давно, и коммунист. И я говорю, папа, что же это, как же это? Он мне говорит, ты знаешь, вот легко поступать вот так, что это в согласии с твоими ощущениями. Вот когда ты хочешь заступиться и заступаешься, и надо заступаться, это небольшая доблесть, это легко. А вот знаешь, как трудно, но надо, когда все в тебе противится. Ну вот когда ты хочешь быть не с этой стороны, а вообще с другой, но ты понимаешь, почему вот историческая необходимость и там еще какая-нибудь вот заставляет тебя делать вот это. Быть добрым легко, потому что ты знаешь, что надо быть добрым, и тебе хочется быть добрым. А вот пойти в другую страну на танках, потому что надо решить, ты за социализм или нет. Вот, а ты понимаешь, что если бы мы не вошли на танках в Прагу, там уже ФРГ вот стоит на границе. Вот все. И тогда вот этот очень важный кусок нашего монолитного социалистического лагеря отойдет туда, и тогда силы добра вот на этот кусок сократятся, а силы зла, значит, на этот кусок увеличатся. И вот когда ты понимаешь, что такое идея, вот ты должен понимать, что за эту идею не жалко не просто жизнь свою отдать, а поступиться тем, что тебе кажется вот прям очень важно. Вот это очень сильное впечатление в моей жизни. А что вы ему сказали? Я ничего не могла сказать, но это было последнее, что я приняла на веру, и с этим я прожила недель 2, наверное. Потом все. Нет. Но Достоевский, да, какой-то, я не знаю, что еще. Вот эта идея... Ну, это же трагедия. Это трагедия. И это трагедия, которая повторяется и повторяется, и повторяется, и повторяется. И вам, наверное, скучно очень жить. То, что вы это видите не в первый раз. Вообще мне не скучно жить. Мне бы хотелось не видеть очень много чего. Но это что угодно, только не скука. Это тоска глубокая. Но и ощущение, что можно про это рассказывать. Ну, правда, на вас произвела впечатление эта история? Правда, вы знаете, на какой вы стороне, и вы будете думать, что надо было бы сказать в ответ? Это очень хороший результат. Вот думать, принять это или возразить это. Если возразить, то как возражать, чтобы это были не слова? А папа ваш потом передумал? Да.
Он прожил большую жизнь, ему было 96 лет, когда уже... Никогда эти люди никогда не говорили всей правды. Я не знаю, что он еще думал. Он очень умный был человек, и он не врал, а молчал, когда он считал, что неправильно говорить, и все. Морду бил отлично. Фронтовик и очень сильный и яркий человек. И я его дочка, конечно. Вот. Но когда он страстно был в чем-то убежден, этому противостоять было невозможно. И есть у меня периоды в моей жизни, есть какие-то эпизоды стыдные, когда я тоже была убеждена и поступала так, что мне стыдно до сих пор. Но я считала, что так надо. Когда я училась в школе, я была комсоргом, конечно. Все время кем-то таким была. И мне надо было писать характеристики. Я написала одной девочке плохую характеристику. Она плакала. Говорила: Надя, ты что делаешь? Я тоже плакала. Я говорила: я же не могу, это же правда. Если вдруг случайно она жива и меня услышит, я бы очень хотела, чтобы она знала, как мне ужасно стыдно. 31 год назад, 19 августа 1991 года, вы были в Израиле. Да, смешно. И очень многие люди, которые вот так вот оказались где-то за границей в 91 году, они там и остались. А вы нет. Что произошло? Эта история удивительная, на самом деле. Просто мы провожали друзей в Израиль, понимали, что как на тот свет, и не увидим их больше никогда. Я очень любила людей, которые уехали. А муж вообще-то надеялся, что вдруг мне очень понравится в Израиле, и он как-то стал в ту сторону смотреть очень внимательно. И на все деньги, какие у нас тогда были, очень сложным образом купили один билет на самолет. Тогда не было прямых рейсов, а только можно было через Кипр. Там на Кипре надо будет жить еще несколько дней, и потом плыть на пароме в Хайфу. И надо было взять с собой 2 бутылки водки и попытаться загнать их в каком-нибудь магазине на Кипре и получить $3 и на них жить. В общем, большая была жизненная программа. Ничего этого я не могла совершенно. Но я вот туда поехала всех обнять. Вот никаких других задач у меня не было. И еду на очередную экскурсию и понимаю, что что-то случилось. Потому что все говорят совершенно не про то. И как-то хохочут и радуются. И я прислушиваюсь и понимаю, что что-то случилось в России. Вот эти 8, например, или 28 человек, которые в автобусе, очень радуются, что они здесь вовремя и уклонились от того страшного, что там происходит. Оказалось, что это путч. И я не могла находиться в этом автобусе, я его остановила, вышла, побрела куда-то, там потом как добралась до Иерусалима. Ну, не хотелось быть со своими, а с не своими не хотелось. В стране происходит путч, а вы хотите вернуться в Россию в этот момент? Ну, конечно. Вообще-то моя страна, я это тогда так очень остро ощущала. На следующий день я поехала на какую-то странную сионистскую экскурсию, и в это время там в автобусе все время радио. Говорят на иврите. И вдруг голос Горбачева, который говорит: мы с Раисой Максимовной, и тут же опять его заглушает вот этот ивритский голос, который рассказывает, что он дальше сказал. Я ничего не понимаю. И я говорю: ну вот, а что, а как? На меня все смотрят с изумлением, потом подходит ко мне на какой-то технической остановке симпатичный еврей, говорит: слушай, сейчас передали, Горбачев умер. Пауза. А потом говорит: ты что, так любишь Горбачева? Ну, то есть, я говорю: при чем здесь это? Он говорит: а что? Да я пошутил. Вот. Ну, не было это близко для них, и это были люди, которые, ну, они давно уехали, и Россию, они с ней простились в сердце своем. А у меня было горе такое. Дальше я не могла улететь, дальше там я спала в аэропорту Ларнаки там неделю, потому что мы приплыли на пароме, никто не сказал, что самолеты не летают. Я пыталась понять, что происходит. Тут мой друг тогда, как-то это называлось тогда, не демократическая Россия, не помню. В общем, забыла. Вдруг я до него дозваниваюсь, спрашиваю, что у вас там. Он мне говорит: демократические силы консолидируются. Я говорю: Арик, это я. Человеческим языком мне говорит. Он говорит: все будет хорошо. А в 91 году какое было вообще ощущение? Но я не была там. Я пропустила всю вот эту романтику, которая без меня вспыхнула и без меня более-менее закончилась. Мой одноклассник отвез заранее свою дочку рожать в роддом, чтобы развязать все руки, и был все время на баррикадах. Я это все пропустила. Я думаю, я им столько всего расскажу про Израиль своим друзьям, но я только слушала. Конечно, все мне рассказывали про путь. Это было очень страшно, что вот это случится, а потом
это все быстро все-таки развязалось. И дальше была очень большая надежда. Надежда и ощущение, что все наконец происходит так, как должно было быть, и теперь все можно перетерпеть. Мы очень страшно нуждались и, в общем, голодали. Но вот это меня никогда в отчаяние не повергало. У меня 1 класс тогда закончил, и мы по традиции пошли в поход с ними. А поход – это такое хорошее дело. Ты идешь, и чуть-чуть быстрее, чуть-чуть медленнее. К тебе кто-нибудь подходит, что-нибудь говорит, и потом идет дальше. И это возможность множества разных разговоров. И подходит один мальчик и говорит: знаешь, Дорон, а когда вы думаете о душе? Я задумалась и честно сказала: никогда. Потому что я просыпаюсь и думаю вообще-то, что я дам на завтрак своей семье. А потом я иду в школу, еду и думаю про школу. И когда я возвращаюсь, я еще сначала думаю про школу, а потом про еду. И он был разочарован очень. Ему казалось, что я должна думать про душу. Вот. Но дух, он, как известно, верит где хочет, и поверх этого всего тоже вполне верит. И у меня было какое-то количество классов, про которых я не знала, какие они будут. Сколько там будет людей ближе мне по этому самому духу, а сколько совсем далеких. И как раз про этот класс у меня не было. Мне казалось, что они иначе немножко ориентированы. И чего-то мне не хватало в них, хотя это был очень любимый класс. Я их училась с 4 класса по 11, просто они никого другого не знали. Ни про литературу с ним никто не говорил. И классное руководство у них другого не было. Но нет, все в порядке. В 90-е, когда учителя в России жили тяжело и во многом тяжелее других, была ли у вас мысль уйти из этой профессии? Никогда. Вообще нет. Это вообще не те тяжести, это смешно. Это был прям точно, знаете, 91 год. У меня 4 класс, я выпустила, соответственно, 11. И какие-то цены... Столовая работает школьная, но никто не понимает, что надо платить, и вообще как можно такие суммы вдруг выкладывать, если всегда было 15 копеек, а теперь не то рублей, не то 1000, уже не помню. Короче говоря, я ставлю самовар, электрический такой, не такой, как теперь чайник, а такой, который полурока закипает, потом поет еще очень долго. А дети приносят с собой хлеб, и мы на перемене попиваем кипяточек, а самовар у меня еще из предыдущей школы был, крышка потерялась, а сам ничего работал. И, значит, на перемене я иду наливать в этот самовар воду в учительский туалет, а там такой краник, что самовар туда не поставишь, а, значит, кружкой надо. Это я всю перемену стою и лью в самовар кружкой воду, а потом включаю, потом вот он закипает, потом вот это все. И вот я стою в учительском туалете, а там еще и лампочка не работает. А туалет учительский – это, 50 сантиметров на 50 примерно. И лью я эту воду и очень себя жалею. Думаю, что ж такое-то? Перемены, вот я тут стою, и кружкой это все наливаю, что-то во мне накапливается. И темно. А в это время шалят старшеклассники. И они видят, дверь в учительский туалет открыта, и они не видят меня. И поэтому один туда вбегает и ногой держит эту дверь, а другой снаружи с хохотом ее открывает. И они меня топчут с этим самоваром. Вот это был пик моего отчаяния и моей злобы. Понятно, они мне еще... Я вылила этот самовар на голову тому, который был там, и сказала: скажи спасибо, что не кипяток. И он выходит из учительского туалета, и с него течет. Никто не понимает, что это, потому что по-прежнему в этом туалете нету света. И так я разрядилась. Так быстренько набрала снова воды и пошла ставить самовар. И мне казалось, что я очень смешно это все рассказываю. Всем, кто уже уехал к этому времени, написал письма очень остроумно. Все написали: какой ужас. А один мой выпускник выслушал мой остроумный рассказ, пришел на следующий день и вкрутил лампочку в учительский туалет. Святой человек. Это просто мой очень хороший ученик Денисочка, который... Но бросить не хотели? Нет. Вот самый пик отчаяния я вам рассказала. И дальше все равно сидели дети вокруг меня и сочиняли загадки. В 4 классе, или 5 уже потом это называлось, надо было всегда по программе загадки сочинять. Знаете, какие были загадки 91 года? Вот морозная изба, а в ней звездная труба. Я говорю: а что это? Я не разгадала. Аня, скажи. Аня говорит: а вы помните, вот была такая колбаса, она такая сама
темная, как будто ночь. И там такие беленькие, как Ой, звездочки. да, ну такой на Новый год давали. И это и холодильник. Ага. Помните, вот такой был? Морозная изба, а в ней звездная труба. Труба. И это прям по всем правилам загадки. То есть как бы какой-то абсурд, все наоборот. Как это? Вот понятно, да? Ну, вот это был 91 год, это я точно помню. А с ней за партой сидела девочка, ее двоюродная сестра, она придумала другую загадку. Розовые подружки уцепились друг за дружку. Что, опять про колбасу? Сосиски. Они все время про это думали, потому что они хотели есть. И мой кипяток, конечно, их не удовлетворял. И только у одного мальчика в кармане всегда была колбаса, потому что мама работала в магазине. И когда все доставали хлеб, он доставал хлеб с колбасой. И мы все отворачивались. Потому что, как бы имеет право, да ну его нафиг совсем. Но, в общем, тяжело было. Потом я все это прочитала про другое совсем время в рассказе Тендрякова «Хлеб для собаки», который мы тоже читаем в школе. Сейчас очень многие и дети, и их родители уехали, и некоторые классы в московских школах вообще ополовинены. Почему вы не уехали? Не хотелось бы мне об этом разговаривать, честно говоря. Я совершенно никому не обещаю, что так и не уеду. Но мне кажется, что есть что здесь делать сейчас. А очень многие люди не уехали не потому, что... а потому... Ну, в общем, тут нет ни доблести, ни вины. Ни в том, что кто-то уехал, ни в том, что кто-то остался. Тут не о чем разговаривать. Разные жизненные обстоятельства. Я не знаю, как сейчас пойдет работа в школе. Я бы очень хотела работать в школе дальше. Я бы очень хотела учить в России. Мне больше негде работать. Русский язык и литературу, которую я преподаю, можно преподавать только здесь. Но это правильно. И есть мои ученики, и есть литература, и есть предмет, и есть прям такое большое желание это все делать дальше. И дать детям ощущение того, что не все совсем по-другому, а что-нибудь у нас есть ценности, которые стабильные, ничего не меняется, и мы вместе. И не знаю, как пойдет. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Ой. Мы с Пушкиным уже давно выбрали милосердие, вообще-то. С кем вы будете выбирать свободу или стабильность? В какой компании? Что ж такое-то все, как я не люблю? Конечно, свободу. Ну, просто для чего выбираешь? Что такое свобода? Свобода от чего? Это... Для меня вот эти вопросы смысла большого не имеют, потому что я прям вижу сразу, как все понятия расплываются. Ну, что такое уже вообще свобода? Это что такое? Это личная свобода человека, это права человека, это воля просто скакать, как конь. Там, это еще чего-нибудь. Это вы про государственное устройство ведь разговариваете или про что? А что такое стабильность? Это же очень важный момент, как кто-то воспринимает это в первую секунду. Какая свобода? О какой свободе в первую секунду думаете? Уже прошла первая секунда, я не помню. Я просто знаю, что это довольно постоянная устойчивая тема моих разговоров с детьми. Не про стабильность, конечно, а про свободу. Поэтому у меня сразу появляется 48. Свобод? Свобод. Ладно, правда или безопасность? Это важный вопрос для школы. Правда. Опять-таки, давайте тогда уж раз вы со мной разговариваете, то терпите. Конечно, можно выбирать слова, но можно очень твердо себе говорить. А кто сказал, что это безопасность? И кто сказал, что это правда? Вот что такое безопасность? Вам говорят, мы это делаем, и мы это от вас скроем, потому что мы заботимся о вашей безопасности. Кто это сказал? Или это такая обыкновенная манипуляция? Это слишком отвлеченное слово для того, чтобы оно не было способом манипуляции. Про все, что угодно могут сказать, что это для нашего же блага, для безопасности. Вот я у тебя заберу половину книжек для твоей безопасности, потому что ты прочитаешь эти книжки, еще неизвестно, что ты там подумаешь. Я уберу вот эту музыку для твоего же блага, и то есть для твоей безопасности. Дальше я могу любые логические цепочки строить, которые очень легко разбиваются при трезвом цвертывании суждений.
и при честном задавании вопросов. Которому Когда ты учит говоришь безопасность, литература. да, это что? Я вам приведу пример. Сотни тысяч людей сегодня в России говорят: я не буду называть вещи своими именами, я не буду выходить на улицу, я не буду спорить с текущим положением вещей ради собственной безопасности, потому что я хочу, чтобы у меня там была квартира, машина, работа, и мои дети тоже, значит, ни в чем не нуждались. Есть такое? Есть такое. Я ведь, видите, тоже не на площади и не стою я ни с каким плакатом. Хотя ни для кого из тех, кто меня знает, нет вопроса особенно. Нет, я когда-то участвовала в дискуссиях не с учениками, мы с ними про это никогда не разговариваем, но с какими-то более или менее молодыми людьми, которые говорили, ну какой смысл? Вот зачем идти демонстрировать? Лучше я в Измайловском лесу мусор соберу. От этого, понятно, практическая польза. А вот вы пошли и чего-то говорите. Правда логично? Да. Отлично. Ну нет, попались вы, конечно. Кто сказал, что надо выбирать? Это вы так все заточили себя на выбор. Все 2000-е годы нас этому учили. Кто сказал, что надо выбирать, собирать мусор или говорить, что ты думаешь? Это совершенно не взаимоисключающие понятия. Это элементарные законы логики. Вот они все расписаны и имеют свои названия. Это дурная противоположность. Понятно. Вот поди собери мусор, а дальше отдельно от мусора честно себе скажи, ты хочешь сказать, что ты не согласен или нет? Ты можешь терпеть или не можешь? Родина или истина? Ну, мы с Чаадаевым тут. Хорошо. Где мы тогда с вами, с Чаадаевым, с Пушкиным, со всеми остальными ребятами увидимся через год? Не хочется шутить. Я вспомнила, где все окажутся. Давайте без Чаадаева, хорошо. Одни, а потом окажутся все другие. Я очень надеюсь, что мы все увидимся, и будем иметь возможность увидеться через год, и вдруг даже будем иметь возможность увидеться через год там, где мы захотим. Ну, чудеса бывают.